Всем привет, с вами Ануар, и вы на канале Curative CG компьютерная графика. И в этом видео хочу показать рабочий день над созданием мультсериала. Хочу показать, что уже сделал, с какими ошибками я столкнулся и как я впустую потратил 3 месяца над ошибками. Начнем. Первым делом хочу показать свою раскадровку. Вот. Здесь 32 страницы, и в каждой странице по 9 кадров. Когда я писал сценарий, не думал, что так много будет хронометража. Примерно я планировал хронометраж на 10 минут. В итоге вышло 20. Кадры выстраивал так, чтобы было легче анимировать, так как мне нужна была быстрота и качество. Сейчас вы видите раскадровки и анимация первой сцены. В раскадровке это заняло у меня всего лишь 2 страницы. В данной сцене в основном действие и мало разговоров. В итоге хронометраж данной сцены не вышло и больше минуты. Для анимации использовал Mixamo и P-Mockup, а также создавал их вручную. В итоге P-Mockup получился стрёмный захват движений. Слишком много ошибок было в анимации, и уже исправлять совсем было тяжело. Это я понял после того, как записал все анимации 32 страниц. Сначала надо было протестировать, а потом делать анимацию. В Mixamo было взято всего несколько анимаций. Но этого не хватало и не подходило в основном. В итоге, провозившись несколько дней с этими анимациями, хотел сделать работу быстрее, но получилось наоборот. Я потратил слишком много дней. А после я перешел на анимацию в Каскадер. Каскадер очень помогла в анимации. В будущем планирую купить нормальный костюм для захвата движения, если получу от мультфильма заработок. Но перед тем, как создать анимации, столкнулся с проблемой риггинга. Изначально хотел сделать риггинг в Cinema, но это заморочно было создавать для каждого персонажа. Их у меня в первой серии 16. Для каждого персонажа уйдет в среднем 2-3 дня. И здесь я уже выбирал, что же лучше для Каскадера, Mixamo или Akurik. Сначала я создал риггинг Mixamo, сделал для всех персонажей и добавил их в Каскадер. В Cinema для риггинга Mixamo я добавил дополнительные кости, это глаза, контроллеры для глаз, исправлял весы. Надо было на этом остановиться, но я пошел дальше и создал риггинг с помощью Akurik. В итоге полсерии персонажей имели риггинг Mixamo, а остальные половина серии имели риггинг Akurik. Совет. Если делаете риггинг, делайте в одном. Насчет анимации лица. Для анимации лица я использовал Movie by Maxon. Это встроенный плагин в Cinema 4D. Также урок по анимации лица в Cinema вы можете найти у меня на канале. Ссылка будет по подсказке или в описании. Перед тем, как создавать анимацию лица, я задумался, что же лучше сделать. Это макап или создать контроллеры. Кстати, урок по контроллерам в Cinema 4D вы тоже можете найти у меня на канале. Ссылка также в описании или по подсказке. В обоих случаях нужно было бы создавать блендшейпы. Для каждого персонажа столько блендшейпов очень было тяжело создать. И на помощь мне пришла случайная программа. Это от NVIDIA Audio 2 Face. Конечно, она создает не все блендшейпы и не на каждую модель, но она упростила мою работу. Из-за того, что в программе Audio 2 Face нужны были отдельные модели рта, глаз, мне пришлось разобрать модели, которые имеющие риг, и заново построить в нем риггинг. И на это ушло мне тоже достаточно много времени. Теперь в некоторых анимациях у меня нестыковки. И чтобы правильно работала анимация лица и тела, мне пришлось риггинг переконвертировать под риг, который уже создан для лица. Сейчас я работаю на этом этапе. Переконвертирую риггинг. И так у меня осталось около 200 сцен еще. Что же касается симуляции одежды, я хотел сделать в Cinema 4D. Скоро я выпущу урок по симуляции одежды в Cinema 4D. Симуляция в последних версиях Cinema очень хорошо проработана. Но мне нужно тогда будет поменять топологию одежды, опять изменить им риггинг. В итоге я перешел в Marvelous Designer. Там я экспортирую, импортирую все через формат Alembic. Также я создам полноценный урок по симуляции Marvelous Cinema, Marvelous новый Cinema. Там чуть-чуть немножко изменилось по сравнению с предыдущими роликами. В будущем в анимациях я буду использовать симуляцию в Cinema, так как я уже буду заранее готовить модели данной симуляции. Все эти ошибки и потраченные дни для меня стали уроком и опытом, как лучше всего надо будет делать в будущем.
Если собираетесь создавать анимацию или мультфильмы, не допускайте моих ошибок. А в общем хочу сказать, не сдавайтесь и идите к своей мечте. И однажды она исполнится. Главное сделать хоть какие-то шаги, хоть небольшие, но главное первые и к вашей цели. Если вам тяжело, поддержите мультфильм донатом, станьте его продюсером. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых видео. Всем пока. В итоге вы